Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Весь интернет просто завален фотографией с трендовым дизайном, рисованные блики на ногтях. Мне стало также любопытно, поэтому будем выполнять его сегодня, а что из этого получится, смотрите видео. Поехали! Наши ногти до, и легким движением руки мы выполнили снятие маникюр, подготовили ногтевую пластину к дальнейшему покрытию и моделированию. Чудо монтажа. Было бы все так просто на деле, но на самом деле техника подготовки уже рассказана мной не раз. Я думаю, что вы можете увидеть ее и в других моих видео. А сейчас мы будем подготавливать пластину. Для этого ее обезжириваю и наношу средства для улучшения сцепки. Моделировать будем при помощи гелевых типс. Перед ними требуется такая же подготовка, как и при моделировании на нижние формы, верхние и так далее. Она идет стандартная. Наносим праймер для сцепки и затем пластичную базу тонким слоем. И отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Для моделирования буду использовать Easy Nails от Именька. Они достаточно твердые, при этом пластичные. Необходимо подобрать типсы по ширине ногтевой пластины. Выбираю один типс, прикладываю к ногтю. Видим, что для указательного он очень широкий. И, например, если взять поменьше размер, можно увидеть, что остается ступенька в точке вроста. Этот типс также не подходит. Нужно выбрать размер точно по ширине ногтевой пластины. Обезжириваем внутреннюю поверхность типса для того, чтобы была сцепка. Промазываю этой же каучуковой базой. И ставлю небольшую каплю материала в зоне кутикулы для того, чтобы форма хорошо прилегала. Тут важно не переборщить с базой. Устанавливаем на ноготь. Я намеренно делаю с отступом для того, чтобы форма хорошо была прижата. Если ставить ее близко к кутикуле, то будет воздушный карман в зоне свободного края, так как ноготь указательный у моей модели очень сильно растет вниз. И продолжаем устанавливать типсы. Технология достаточно простая, конечно, есть ряд нюансов, которые нужно соблюдать, но в целом, если приноровиться, сделать несколько раз такое моделирование, то все получается чисто и быстро. Прошу мою модель мне поассистировать и специальным ультрафиолетовым фонариком подсушить материал, для того, чтобы типса не гулял из стороны в сторону. Теперь обезжириваем зону у кутикулы и под ногтевой пластиной, то, что вылезло, и приступаем к опилу. Для этого использую твердосплавную насадку с фиолетовой насечкой. Если ступенька получилась небольшая, тогда можно ее вовсе не спиливать, а доложить материал в зону кутикулы. На этом этапе стоит быть максимально аккуратным, чтобы не пропилить ногтевую пластину. Длину можно отрезать при помощи ножниц, так как типсы достаточно пластичные, откусить книпсером, либо просто убрать фрезой. Тут все по вашему желанию. Придаем форму, у нас будет коффин, либо ее также иногда называют балерина, но балерина имеет округлые боковые стороны, а мы делаем прямые, значит это форма коффин. И матируем поверхность. Для лучшей сцепки наношу базу тонким слоем, и мне нужно будет достроить архитектуру в зоне кутикулы, поэтому туда поставлю чуть больше материала. Это не значит, что выполняем большой объем из материала, этого не требуется при гелевых типсах. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Для дизайна мне понадобятся плотные неоновые оттенки. У меня также от бренда Имень и белый. Буду смешивать на палитре для получения пастельного. К сожалению, у меня нету таких пастельных оттенков, поэтому пришлось намешивать, что, конечно же, растянуло весь процесс. Наношу плоской кистью. Тут в нанесении кроется также ряд минусов, например, покрытие наносится достаточно тонко, на некоторых ногтях потребовалось несколько слоев. Например, салатовые, желтые являются полупрозрачными оттенками, поэтому, конечно, их нужно нанести в несколько слоев. Иногда данной кисточкой можно коснуться кожи и сделать случайный затек, его, конечно, нужно обязательно убрать перед просушкой. Также мелкие ворсинки так и норовят попасть в это покрытие, поэтому приходится по несколько раз выглаживать его кистью. Следующий минус, что мне пришлось очень много очищать кисточку от материала, и все равно она оставалась полузабитой каким-то цветом, что также немного мешало в работе.
В общем, я поняла, чтобы быстро выполнить данный дизайн, нужно подобрать правильно гель-лаки. Тогда вы его выполните гораздо быстрее. После этого берем чистый оттенок и более широкую кисточку и рисуем блик. Что хочу сразу сказать. Вот с виду кажется, что этот дизайн очень простой. И как будто его делает мастер-новичок, какой-то неумелый трясущейся рукой и так далее. Но на самом деле все это достаточно непросто. Дальше выполняем окантовку при помощи черного. И это самый сложный этап, потому что нужно ее сделать и равномерной, и в зоне кутикулы, чтобы не было затеков, и перекрыть цвет в зоне кутикулы. Честно говоря, я тут уже начала нервничать, потому что были затеки, их приходилось убирать, а черный цвет его, конечно же, видно. Поэтому, в общем, времени ушло немало на перенаращивание, снятие, маникюр, моделирование и дизайн одной руки у меня ушло вместе со съемкой около 3 часов. Конечно, если бы была короче длина, если бы мы не снимали старое покрытие, я подобрала гель-лаки правильно, ушло бы меньше времени, но тем не менее этот дизайн не из самых прямо легких и быстрых. После просушки черного добавляем белые блики. Для этого использую также гель-лак. Кстати говоря, для окантовки, для бликов я также использовала гель-лак. И на самом деле это был большой плюс, нежели если бы я взяла черную гель-краску, она все равно оставляла бы некоторую фактуру. Для этих линий лучше выбрать кисточку также не слишком тонкую, среднюю по плотности, например, 2. Общая картина в целом была непонятна, пока мы все не перекрыли топом. Топом покрываем глянцевым с небольшим довыравниванием, чтобы перекрыть рельеф. В целом получилось очень интересно, необычно. У меня в другой социальной сети этот маникюр просто вызвал море эмоций у подписчиков, и положительных, и негативных, всех. И наш результат. Пишите в комментариях свое честное мнение, понравился вам такой дизайн или нет. Будете его повторять? Если да, отмечайте меня. Поставьте пальчик вверх к этому видео, но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!